На днях задался вопросом, что я снимаю шоу с человеком, про которого вообще ничего не знаю. Я про тебя. Так, Начал тебя гуглить, так, и вообще нет никакой информации про тебя. так. Кто ты? Ну реально, все, Так, Ольга Кузнецова. давай твои гипотезы. Не, ну мне А интересно. как ты вообще умудрился начать снимать шоу с человеком, о котором ты ничего не знаешь? Ну, не знаю, я что такой думал, ну, подружака вроде туда-сюда, что-то там. Катались вместе на лыжах, ездили. Ну, вроде прикольная, адекватная, симпатичная. Ну, вычурно одевается, это будет бесить подписчиков, отлично. Короче, нет про тебя информации. Я не понимаю, кто ты. Что бы ты хотел знать? Ну, не знаю, я такой, ну, типа какие-то такие, родилась в семье того-то, того-то, там, такая-то, такая-то, такой-то, такой-то Слушай, доход. ну не у всех же есть страница на Википедии. Не, в Википедии это там банально какие-то вещи и так далее. А вот именно какую-то, знаешь, такую, типа, Ольга Кузнецова до и после пластики. Там вот эта вот вся история. Здравствуйте. Решила вам написать, так как не могу разобраться в себе. Я из небольшого провинциального города. Несколько лет назад приехала поступать в университет в один город, миллионник, а в дальнейшем планировала остаться там жить. В итоге так и вышло. К слову, в школьные годы я никогда не пользовалась популярностью среди противоположного пола. Никогда ни с кем не встречалась из парней. И никогда не имела красивой внешности. Рост 155 и лишний вес 15 килограмм. И из-за этого были большие комплексы. Почему были? Комплексы же навсегда. Читай дальше. Сейчас у меня вроде все хорошо. Отучилась, работаю, есть жилье, замужем, но есть сомнения о правильности выбора супруга и оценки своих чувств к нему. Нифига себе. Мой муж меня очень любит, безумно, и я это вижу. Настолько сильно, что я начинаю сомневаться, что могу ему ответить тем же. По сравнению с его чувствами ко мне, мои кажутся какими-то сухими и черствыми. Со стороны может показаться безразличием. Он меня не ревнует, уважает, часто говорит, что любит меня. А я всегда в таком ступоре от проявлений таких нежностей, что не могу ничего ответить, хоть и правда люблю. Кажется, что я люблю его недостаточно сильно, чем он меня, и мне от этого стыдно. Также у меня совершенно не идеальная фигура, а он так меня боготворит, что я в полном недоумении. Я не привыкла и не знакома с таким ярким проявлением чувств мужа. От этого появляется куча сомнений. Подскажите, я бешусь с жира? Это цитата, не я это придумал. Или объективно понимаю, что не могу в полной мере отвечать взаимностью мужу. Стоит ли продолжать позволять себя любить больше, чем я его, или разойтись и найти того, кого я буду любить так же сильно, как и меня? Буду признательна за объективный разбор проблемы. Мне нравится последний вопрос. Стоит ли позволять ему меня любить? Ну да, для человека с большими комплексами в юности, да, неплохая трансформация. Стоит ли позволять мне любить себя? Слушай, ну блин. Ну, во-первых, почему нет? Почему вообще не позволять любить себя? Ну, если он не какой-то извращенец, конечно. Так в отношениях всегда кто-то больше любит, не? Слушай, ну можно жить в любви, а можно жить в свете любви. Если ты живешь в свете любви, то, наверное, тебя кто-то боготворит, а ты такой, мне немножко неудобно, что я не так сильно люблю его, как он любит меня. И это то, как мама научила. Ну, то есть, условно, как мы устроены. Кто-то хочет жить в любви. А то, что она описывает, выглядит так, что если она уйдет из этого брака, ей есть много чего терять. Угу. Но одновременно хочется жить. А что ты имеешь в виду под фразой «хочется жить»? Ну, я думаю, что когда ты живешь в ощущении, что ты не любишь своего мужа, потому что, ну, я не думаю, что тут идея, что он так... Ну, кто измеряет любовь, да? То есть, если ты любишь, и человек тебя любит, ты, ну, навряд ли ты будешь думать о том, что он же любит меня намного сильнее, чем я его. Ну, я его тоже люблю, да? Ну, типа? да, но это же ну, да, так я не согласен. измеряется. Типа, если я люблю, моя любовь не может быть больше... Ну, если тот человек меня тоже любит, как это? Это же, ну, не вес, да? Ну да, да. Как бы двояко это не звучало в рамках этого письма. Ну, как будто это нельзя взвесить, знаешь, любовь. Да, я думаю, поэтому... И поэтому тогда тут у меня как бы два варианта. Либо она сама себе так не нравится, что она ему не верит. Вот, но тогда у меня почему-то возникла фантазия с этим письмом, что как будто бы так женщины могут описывать Альфонса.
Знаешь, из разряда он на 20 лет меня моложе, он такой красивый, а я еще там что-то со мной это не то, но он так меня сильно любит, что я даже не представляю при этом, при всем, потому что она прям типа считает, что и рост ее минус, и вес ее минус, и вообще она не симпатичная, и вообще мужчинам никогда не нравилась, а тут он вдруг появился и любит ее в 100 крат больше. И как будто бы она ему не верит, как будто бы она либо она не верит, что ее нельзя любить, да, либо она не верит в искренность его чувств, то есть у нее есть какие-то догадки. А когда ты не веришь, ты любовь не можешь принять. Слушай, я знаю много мужиков, которым нравятся полные женщины. И тут при чем тут вес? Она не верит ему, что он ее любит. Ну, из-за как будто каких-то своих вот этих данных, я думаю, что там ли. ключевое, что им я не привлекательна, как она думает, и никогда не пользовалась интересом у мужчин. Ну, то есть это же вопрос харизмы, обаяния, сексуальности. Конечно, ничего вообще не упирается в вес. Действительно, всем физиологически нравятся разные люди, да. Кому-то маленькие, да, там такие петит девушки, кому-то нравится, чтобы девушка была высокая. Это, кому-то нравится совсем практически без вторичных половых признаков, знаешь, такие то ли девочки, то ли мальчики. Кому-то нравится, чтобы кровь с молоком была. Что, типа, он ее любит, а она его нет. И, типа, просто вышла за него замуж, потому что сомневалась в своей внешности и каких-то качествах, и вообще найдет ли кого-то, а тут такой появился чувак. И теперь она такая, боже, разве можно меня так любить? Самое забавное, что она говорит, что, может быть, уйти и найти какого-то мужика, которого я буду любить теперь так же сильно, что он в это не будет верить. То есть она как будто не допускает, что да просто любят друг друга и все. Нет? Да, тут есть идея, что как будто она не допускает, что люди могут просто любить друг друга. Забавно, я по поводу бешусь жиру, что забавно, что в свете сейчас вот этой социальной полемики по поводу насилия над женщинами мужиков, понимаешь, это такая большая полемика. Есть женщина, которая такая, да он уже, изнасиловал меня своей любовью, что это такое? То есть, может, ты просто хвастаешься? Как будто бы тут еще так много говорится про рост, вес и про эти плюс 15 килограмм. Непонятно, как она это считает. Что, знаешь, еще попахивает, я понимаю, что это странное слово, знаешь, такой неврозом тела. Знаешь, то есть анорексия, да, то есть девушка уже, допустим, очень худая, и кажется, что она ужасно... То есть тут как будто бы... А если есть невроз тела, да, то сколько бы она ни весила, может быть, она от роста 20 отнимает, как, модельные параметры, а может 10, как для среднестатистического человека. Мы этого не знаем. То есть мы вообще не знаем, на самом деле, выглядит ли она там, не знаю... Хотя вообще не нам судить, да? То есть насколько она... понятно. Может быть, она вообще очень стройная девушка, у нее есть невроз тела, и тогда она не принимает себя в своем теле и не верит, что вообще она может кому-то нравиться, и тогда у нее какие-то фантазии по поводу того, что вообще... Слушай, что ты рядом со мной делаешь? Если бы я смотрел на эту проблему вот так банальным своим взглядом, думая, что я разбираюсь в психологии, да, я бы подумал, что, нифига, как много у нее было вот в этой юности комплексов, Да. что она теперь вообще не допускает, что ее кто-либо может любить. То есть вполне возможно, там нет той отчаянной любви, которую демонстрирует муж. Возможно, он раз в неделю такой, эй, я люблю тебя. Она такая, неужели так можно меня любить? Понимаешь? Да. То есть не факт, что там она описала такого человека, что он таким является. Может, там просто нормальный тип такой, который, да все нормально, я люблю тебя, не парься. Хорошо выглядишь, там, туда-сюда и так далее, и так далее. А вот эта фраза «стоит ли позволять себя любить?» Она немного высокомерная какая-то. Такая Ирина Шейк может, говорить, не? И то навряд ли. Для меня любовь вообще в целом странное слово. Я в него, в любовь как таковую на протяжении, десятков лет не особо верю, потому что, мне кажется, любовь и влюбленность — это что-то такое первое. На чем люди сходятся. То есть сначала происходит влюбленность, ты симпатизируешь человеку, Да. потом вы начинаете отношения, и это все перерастает в любовь, а потом это все, если вы удовлетворяете друг друга как партнера, перерастает просто вот в это четкое такое осознанное понимание, что, прикольно, с этим человеком я смогу прожить вот эту жизнь, и у меня не будет вот этой интимофобии там, и так далее, мне с ним комфортно, да, есть какие-то моменты, но в целом все перекрывает.
А потом, под старость лет, только из-за того, что ты уже понимаешь, ну, теперь-то я уж точно никого не найду, да и так много нас связывает. Вы ходите, вот эти все мемы, по парку с зонтиком, за ручку, и все такие, боже, они пронесли эту любовь через всю жизнь. Хотя, знаешь, мне кажется, вот любовь есть в начале и в конце, если все сложилось. Ну и в каких-то там книгах, вот в этом ключе. Поэтому, опять же, мы не знаем, сколько тут. Хотя я вполне могу допускать, что просто себе накрутило. Там нормальный тип такой, типа, да ну вот. Знаешь, я не знаю, почему у меня вдруг возникла такая странная ассоциация. Ты сказал, что любовь есть в начале и в самом конце. И я представила, что для женского организма самые спокойные этапы – это начало до начала месячных, когда у тебя гормональный фон очень спокойный, у тебя еще, не начинается пубертат, и в конце уже после климакса, когда ты тоже очень спокойный. Ты такой, любовь есть в начале, когда все спокойно и понятно. Шикарная аналогия, шикарная. Брак – это месячные. Вот, все льется, болит, но ты такой, блядь, мне надо с этим жить. Иногда полегче, иногда посложнее. Да. Нервы. Ну, я к тому, что ты как будто выхолащиваешь это слово, лишаешь его гормонального градуса. То есть, когда вы уже с зонтиком, с трясящимися ногами вдвоем, это любовь. Ну, может быть, как будто... И в начале, когда еще вроде бы нет привязанности, как раз вот то, о чем мы говорили, пока не возникает первая тревога по поводу того, как тебе с этим обходиться. Нет, и с тем, я что... прекрасно понимаю, что если мы сейчас весь мир начнет очень цинично относиться к любви, многое рухнет в этом, да, вообще во всем этом мире. В экономике, в религии, в государстве там, и так далее, и так далее. Поэтому это так сильно романтизировали и все остальное. Мне вообще кажется, люди, которые там 10, 15, 20 лет вместе, вот это говорят, я люблю тебя, это как это, знаешь, как доброе утро, привет, в каком-то таком ключе. То есть, насколько ты искренне рад видеть человека каждый день, когда ты ему говоришь «привет». Нет же такого. Ты такой, привет просто, привет. Бывает такое, что иногда ты там, спустя сейчас через карантин, все же выйдут такие «О, привет! Как дела?» Точно. Был бы вирус, который бы убил любовь, а? Вот тогда бы все охренели. Тогда бы все охренели и зажили счастливо. Просто сейчас в секунду превратился в Гринча, который украл Рождество. Да. Вот бы придумали вирус, который убил бы любовь. Не, я понял, я тот человек, который, знаешь, как сказать, когда прогнозирует, строит не положительный финал, а отрицательный. То есть я с этой точки зрения. Я лучше буду предчувствовать плохое, чтобы потом не разочароваться. Это выглядело как желаемое, а не как плохое. Вот будет вирус, который убьет любовь. Не, я же не только про себя, я там, когда думаю... Из-за пацанов переживаешь? В рамках всего человечества, когда я думаю. Не, мне, знаешь, иногда так забавно, насколько человечество в такой потенции от себя. Мы высший разум. Прилетит метеорит вообще. Я бы хотел тут быть, когда сюда прилетит метеорит. Прям хотел бы быть. Пока не прогнозируется. Было бы круто. Вот это было бы... прикинь, летит, и все, я имею в виду, Моцарт, пластинки Битлз, понимаешь? Фильмы там Бодрова. Все идет нахуй вообще. Все. Понимаешь, и люди такие, серьезно, камень? Просто камень? Что с ней-то? Я вижу тут два варианта, если возвращаясь. Либо она своего мужа не любит, поэтому ее тяготит любовь к ней. Либо она не верит ему. Что он ее любит? В искренность его чувств. Да, ей кажется... Вы переигрываете. Кто переигрывает? Я переигрываю. Я люблю тебя! Я не переигрываю. Исходя из тех данных, которые она в начале письма указала, такое ощущение, что второе. Опять же, поверхностно, если смотреть, что действительно человек получил так много этих психологических проблем, что теперь меня вообще никто не может полюбить, даже майский жук. А главное ее опасение в том, что если полюбит она, то, возможно, не полюбит так же сильно ее в ответ. Да. Но я согласен и с тем, что порой, когда человек перебарщивает, когда ты к человеку не испытываешь эмоций, а он на тебя не то что выливает, а просто действительно проявляет обычные какие-то ежедневную заботу там или еще чего-то, тебе кажется, что он, ты задолбался своей любовью. Знаешь, она писала, буду признательна за объективный разбор проблемы. Объективного не получилось. И никогда не получится, потому что любое наше мнение субъективно. Да. Добрый день. У меня отношения с парнем полгода. Мне 23, ему 32. Он живет в однокомнатной квартире в центре Москвы. Все эти полгода я буквально живу с ним. Но
На этаж пониже в этом же доме живут его родители, а в здании напротив его дедушка и бабушка. С первого взгляда кажется, что они не лезут в его жизнь. Но это не так. Когда меня нет, он постоянно ходит к родителям обедать и ужинать. Нам часто дают еду, которую я не прошу. Мы уже ругались на этой почве, принципиально даже не ела еду, но решила, что это все глупости. И чувствовала, что умираю. Не ела еду и не пила. Время от времени моего парня дергают. Это помоги. И в итоге не дают жить. Переезд намечается, но когда – неизвестно. Как выйти из этой ситуации? Как мне себя вести? Ругаться нет смысла, потому что эти отношения созависимы. Спасибо. Слушай, ну как будто бы. Ну а что такого? Ну парень ходит, типа, к своим родителям, берет еду. Ну ладно, я согласен, она типа хозяйка. Но, во-первых, это родители, возможно, они староверы, в хорошем смысле слова. И пока нет штампа в паспорте, может, они не воспринимают тебя как хозяйку той Слушай, семьи, ну в которой главное, живет. как он ее воспринимает. Помнишь, у нас было письмо, что там жена пришла, Ну да, все да, разрушила. да. Тут совсем другая история. Она, не жена. Сколько бы ни было полемики относительно штампа в паспорте. Да, конечно. Она конечно. не жена. Тем более для родителей. Ну, Б, я про это они говорю. встречаются еще только Полгода, полгода. да. И С, я не уверена, что она с ним живет, потому что она говорит, когда я уезжаю, он ходит к ним, типа, есть. ну да, То есть, кстати. может быть, она вообще приезжает и уезжает. На выходные. Потом, я сейчас чувствую себя следователем, потом она пишет, что у него однокомнатная квартира в центре Москвы. Вот у меня ощущение, что это пишет девушка с окраины. Потому что если для тебя это не является каким-то важным элементом, что это центр Москвы, то ты пишешь, что мы живем там с ним в однокомнатной квартире, просто описываешь дом. Ну да, грубо говоря, То есть я могу предположить, что он для нее какой-то супер желанный приз, да? И тогда, так как она пишет, что у него типа ругаться нет смысла, потому что у него созависимые отношения с родителями, я могу фантазировать о том, что она хотела бы с ним иметь созависимые отношения. Это то есть его привязать настолько, чтобы он ходил есть к ней. чтобы он ел только с ее рук. Ну да. Понимаешь, да? Да. Тогда ты уверен, что, в общем, он только с тобой, и тогда его... То есть она не готова попробовать приобщиться, так как она еще не жена, к этой большой семье. Она хочет его забрать из тех созависимых отношений в эти, да, и поэтому вот она там демонстративно не ест какую-то еду. Совершенно... Это очень глупо. При этом, понимаешь, совершенно не факт, что там какие-то внедряющиеся родители, потому что зачастую на пенсии кто-то начинает цветы сажать, кто-то помидоры, а кто-то готовить. Я про это, понимаешь, я да? про это и хотел сказать. И А что будут тут эти такого? лоточки слать тебе с пирогами. Ну, то есть это совершенно не факт, что они претендуют на, в общем, его там внимание. Вот, потом еще какой момент может быть? Может еще девушку раздражать семья ее партнера, если он, например, ее не знакомит с ними. Ну, то есть тогда ты вроде как в оппозиции находишься. Ему 32 года. У меня есть младший брат, который периодически с кем-то встречается. И я знаю, допустим, как у нас это, да, выглядит, что вот он начал с кем-то встречаться, он знакомит там с родителями, со мной, потом у него длительные отношения, они там часто приезжают, там, в семейный дом за город, мы там все общаемся, родители общаются. Так, чуть побольше информации. Просто. Вот, а потом он расстается, у него появляется новая девушка, а мама уже успела привязаться к той, и она говорит: сынуль, давай вот когда ты вот решишь, что это вот прям серьезно, Познакомишь. вот да. мы, ждем. А вот пока вот они, нам это тоже непросто, потому что ты начинаешь общаться, то есть уже какие-то у тебя по этому поводу ожидания. Поэтому, может быть, он просто ее не знакомит с ними, и тогда у нее тоже, в общем, возникают претензии относительно того, что там какие-то созависимые отношения, в которые меня не пускают. Ну, то есть звучит это вот как желание удержать его, кормить из рук и держать его в ежовых рукавицах. Я еще вообще подумал, ты говоришь, что ты проводишь расследование. Я сейчас такой выдвину альтернативную версию. Давай. На уровне того, что, как ты правильно говоришь, что он, возможно, какая-то там желанная пассия, да? Выгодный мужик. То есть, если это дом в центре Москвы, там живут родители, и напротив живут бабушка с дедушкой, возможно, вообще это какая-то такая, может быть, знаешь, типа семья с историей, условно. Как правило, так живут какие-то там в прошлом
не знаю, дедушка какой-нибудь генерал, там, лейтенант, понимаешь, там, какой-то вот там, и дети теперь с ними, и внук теперь. Живут в доме на набережной, где жили генералы. Да. И, конечно, он такой, ого, паренек там. И тут действительно полгода, и как будто действительно она хочет, так, ну, быстрее. А то вдруг он, не выберет меня, или что там за родители мы? А что такое? Ну, родители дают еду. А он такой, ну, типа, она уезжает, он приходит к родителям, родители такие, возьми еду. Он такой, я не буду, почему? Ну, ты знаешь, у меня есть ощущение, что она его все-таки высидит, потому что она в конце письма пишет, ругаться смысла нет, там созависимое. Потому что если бы она это не написала, то можно было ей, ну, то есть посоветовать по-женски, да, не форсировать эту ситуацию. Ты еще не жена, это только полгода, может быть, он действительно там, если у него не было до этого браков или серьезных отношений, 32, он такой немного инфантилен, поэтому привык маминый борщ есть и туда пока ходит. Ну, то есть это нужно как бы мягко, да, эту ситуацию выводить, потому что точно через конфликт это не разрешить. Ну, то есть с чего ты вдруг тут пришла, и сейчас у них тут все налажено, понимаешь? Может, бабушку, дедушку специально напротив посадили, понимаешь, чтобы это пирожки горячие еще приносили. Вот. Деду в бинокль. Не ест, сука. Смотри, она ест пирожки? Не ест. Бля, какое ты крутое слово употребила. Ну, я думаю, что она его высидит. Ну, понимаешь, у нас только что было письмо, где женщина такая, он меня так любит, я даже не знаю вообще, можно ли, достойно ли это. А это такая, так, не любит и не любит, ничего страшного, высижу. Так, что надо делать? Есть еду, хорошо, будем есть еду, что ж еще? Конфликтовать смысла нет. Конфликтовать смысла нет. Окей. А опять, куда они собрались переезжать? Типа она хоть... Ну, с другой стороны, видишь, она такая, надо переезжать, она, видать, пилит его, да? Нет, он говорит, что он собирается переезжать. Вроде как переезд, понимаешь? Опять же, не то, что мы собираемся с ним переезжать, намечается переезд, но это еще непонятно когда. Ну, намечается переезд, я думаю, это типа наш с ним переезд в этом ключе. Не знаю, тут вообще для меня такие легкие оттенки. Как будто, знаешь, нам написала не тупая эскортница. Она такая, так, есть один вариантик, Ну, типа, знаешь, тупые такие, просто сосут член и все, блин. А это такая, так, что там с психологией, надо как-то разобраться. Я прошу прощения, если я вас обидел, да. Это так, для юмора. Ну да, это же мы же гипотезы. Слушай, мы исходим из той информации, которая есть. Я считаю... Слушай, она просто это написала как проблему. Для меня это вообще не выглядит проблемой. Ну, вот так банально, для меня это действительно проблемой не выглядит. Ее задача как можно быстрее привязать его к себе. Если он желанный приз, и она не уверена в том, что переезд этот осуществится вместе с ней, то ее подбамбливает от того, что ей хочется кормить его с рук, а он до сих пор бегает к маме за борщом, понимаешь? Но она И она, в общем-то, о своей боли нам и рассказала. Но это как будто не боль, это как будто выгода, понимаешь? Странно вот это вот, как это слово-то... Ну, меркантильность выдавать за боль. Тут выглядит так, как будто это меркантильность. Но, может быть, она, как и моя знакомая, решила, что чувство любви ей чуждо, незнакомо и непонятно. А тут, в общем-то, для начала однушка в центре. Не, ну еще раз, если это вдруг его семья все-таки с какой-то историей, да, значит, в таких семьях, как правило, очень сильная связь вот этих поколений, правильно? Поэтому он вполне там может быть очень сильно... Ну, не то, что зависим, а у него большая связь там, с матерью, с отцом, дедушка, бабушка. Видишь, она же не просто так упоминает, что дедушка и бабушка, значит, они как-то там вместе много проводят времени. Поэтому, ну, и он там в силу, опять же, ему 32, не 22 года, что он, сломя голову, такой, все бросил и так далее. Он уже там, наверное, вполне зрелый какой-то мужик, знающий себе цену. И он такой, да-да-да. Он такой, мы вместе. Он такой, да-да-да. Ну, не знаю, опять какая-то, что опять... Все со всеми борются. Ну, что это такое? Ну, я говорю, есть парень, он тебе нравится. Ну, у него там есть семья. Что, ему не общаться с ней? Надо переезжать. А куда? На Луну, блядь. Или искать сироту. Ну, вообще, если он готов ее познакомить, то нужно немножко, мне кажется, успокоиться, познакомиться. Что-то в этих родственниках понравится, что-то не понравится. Ну, попробовать с ними наладить коммуникацию. В любом случае, если она хочет с ним быть, в будущем ей это пригодится. Да это какие-то ну, вот ей 23, знаешь, это вот жертва ТикТока. Ну, вот это, что все должно происходить за 15 секунд, блядь, вот это вот.
Мы уже полгода, это целая вечность. Почему? Быстрее уже. У меня и ребенок уже есть, блядь. Что это такое? Я, знаешь, сейчас о чем подумала, что как сложно, когда, семья, допустим, твоего там парня тебя не принимает. Или относятся к тебе с пассивной агрессией. Да? То есть они такие, типа, все интеллигентно воспитанные, дистантные, но при этом ты понимаешь, что тебе дают понять, что ты не часть семьи, что твое там мнение никого не интересует, да? И тогда, в общем, наверное, девушка ждет от того, что мужчина за нее как-то заступится ее, да, то есть поддержит ее, хотя вроде тогда он должен пойти вопреки там своей же матери и отца, да. И я вспомнила о том, как часто я слышу, и это было в письмах, о том, что люди через 10, через 20 лет в упрек друг другу вспоминают, что тогда, на том Новом году, на том застолье ты меня не защитил перед свекровью. То есть как будто бы, вот особенно вот в этом периоде, когда вы только встречаетесь, да, у вас формируются отношения, именно вот отношения семьи может быть настолько болезненно, точнее то, что твой партнер за тебя не заступился на своей территории, может быть настолько болезненно, да, что это откладывается на годы. Обида это, понимаешь? Это-то мне понятно. Это как раз мне понятно. Тем более, когда та семья проявляет сильную агрессию в отношении тебя. Знаешь, то есть, если это в целом все нормально, вы общаетесь, там, я имею в виду, все Нет, хорошо. я же говорю, что это может быть и пассивная агрессия, ну, то есть не открытая, что тебя там унижают, да, тогда это уже, выбор, то есть с этим проще как будто, да, если тебе открыто хамят, и тебе говорят, что нет, то тогда ты встаешь, уходишь, или вы встаете, уходите вместе, да, ну, или ты как-то по-другому устроен, что ты такой садишься, и такой, мое место у печи, я все поняла, да? Я все время, знаешь, представляю эту ситуацию, когда вы сидите такой, условно, семейный стол, все дела, там, ты девушка, парень, сидите, такие, идите, и там что-то мама такая, там, условно, Алена, там, а вы научились готовить борщ? И она такая, знаешь, на своего мужчину, чтобы он такой, мама, а не пошли бы вы нахуй! Слушай, кстати, вот, мы упустили важный момент. Возможно, все потому, что ей всего лишь 23 года. Максимализм? Да, вот этот вот, который юношеский. Она, скорее всего, наверное, хорошо выглядит там и так далее. И поэтому она такая, как так? Я же потрясающая, почему он не полностью в моей власти? Да, почему он не стелит цветы к моим ногам? Да, как в предыдущем письме. Да, бегает за котлетами к бабушке. Да. Да, возможно, потому что, видишь, 23, 32. Я говорю, что он, по ее письму, он выглядит очень спокойным типом, очень спокойным. Знаешь, есть такие типы, которые не разговаривают, взглядом общаются. Когда принес еду от матери, она такая, опять еда от матери? Он такой... Будешь? Она такая, нет. Да. Женщины же умеют ругаться, когда им что-то отвечают, я вот заметил. Знаешь, если женщина будет что-то говорить, а ты будешь молчать... Мне кажется, это еще злит больше. Нет, пройдет минут 8. Да? И Ты все. пробовал? Я не пробовал, но у меня есть такое ощущение. У тебя есть теоретические представления. Да нет, я даже с тобой заметил. Заметил, я как что-то говорю, еще смотрю на тебя, ищу какую-то реакцию, чтобы ты сказал, чтобы я зацепился за эти камни, понимаешь? А ты же умеешь, что ты просто сидишь, смотришь, и я такой... Пропасть собственной ловушки. Та же самая история. Ну что ж, очередное огромное письмо. Добрый день, мне 31 год, и у меня жизнь сложилась очень интересным образом. И вся жизнь. То нам мало подробностей, то нам много подробностей. Я вырос в отличной семье, вполне благополучной, в хорошем достатке, но и не сверхбогатый. Хороший средний класс. Отец с матерью всю жизнь живут душа в душу. Мой отец женился на матери в 21 год, старший брат тоже вышел замуж вышел замуж? Тоже вышел замуж, старший брат? Возможно, эти оговорки нам важны, Руслан. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Мой старший брат тоже женился в этом возрасте, и я пошел по их стопам. Это не было специально, просто так почему-то получилось. В итоге, как позже оказалось, поторопился. В семейную жизнь я пошел совершенно неподготовленным. В 21 год тогда. Я, по сути, от родителей переехал сразу к жене.
Нам родители купили квартиру, на тот момент я только закончил институт. Не было ни нормальной работы, ни в целом я не понимал, по сути, как это вообще жить одному. И по факту я взвалил обязанности матери на жену, а она явно не ждала этого. Я был ужасен в семейной жизни. По факту висел на шее у родителей и жены. Разумеется, все в итоге рухнуло. В районе 25 лет я развелся, квартиру я оставил ребенку женой, так как жена была из неблагополучной семьи, и ей, по сути, было некогда, оставить ребенка на улице я не мог. Следующие несколько лет были адом. Я остался один, наедине с самим... Для кого-то ад — это рай. А для кого-то рай — это ад. Я остался один, наедине с самим собой. Родители ко мне охладели. С бывшей супругой тоже отношения никакие. По факту мне нужно было всему учиться заново и начинать самостоятельную жизнь с нуля. Сейчас мне 31 год, я вполне неплохо со всем справился. Переехал в другой город, у меня хорошая работа, я неплохо зарабатываю, но появилась другая проблема, и она сейчас наиболее актуальна. Я не могу ни с кем жить. Быть рядом ни с кем не могу. За эти годы у меня было множество случайных связей, но ничего серьезного. Так случайные связи не могут же быть серьезными. Но ничего серьезного. Но ничего серьезного, да. Сейчас же в моей жизни появилась совершенно очаровательная девушка. Мы попробовали с ней съехаться, и это было ужасно. Все мои чувства к ней начали сходить исключительно к раздражению. И дело действительно не в ней, а во мне. Я перфекционист и привык жить один. И мне нужно, чтобы все было так, как я привык и считаю правильным. При этом она тоже живой человек. Я понимаю это прекрасно, но ничего не могу поделать с растущим чувством раздражения ко всему, что она делает. Даже то, что касается сна. Я не могу спать рядом с другим человеком. Живым. Это проблема. Я привык спать один, а когда рядом кто-то еще на постоянной основе, это вызывает у меня дикий дискомфорт. В итоге я не могу нормально выспаться, и от этого раздражение еще сильнее. Немножко начинает быть похожим на американский психопат, знаешь, когда детали важны, вообще детали прям важны. Да-да-да. Я ей все объяснил, и что удивительно, она меня поняла. В итоге наши отношения с ней продолжаются, но мы разъехались и сделали шаг назад ради сохранения отношений, чтобы все это не дошло до черты, когда кроме раздражения не останется ничего. Она совершенно невероятная девушка, и я хотел бы быть с ней. И то, что в этой ситуации она меня поняла, только еще больше возвысило ее в моих глазах. Мне кажется, что если я не смогу в итоге ужиться даже с такой невероятной девушкой, как она, то быть мне в этой жизни одному. Да я и не сомневаюсь, что после нее кто-то не сможет дотянуться до той высокой планки, которую она задала. Господи, что там за мадам? Собственно, мой вопрос. Что мне делать, как изменить себя? Я искренне этого хочу, но не представляю, как. Слушай, во-первых, как-то быстро он привык жить один. То есть, получается, он первые 25 лет своей жизни жил все время, с кем-то, с женщинами. То есть с семьей, да, и потом сразу перешел в руки жены, и тут... Ну, ты понимаешь, что такое ощущение, что он реально замуж вышел. То есть он переехал сразу к жене. Он так и написал, что и брат замуж вышел, и я замуж вышел. Ну, то есть они такие мелкие, что они как будто к мамам ушли, знаешь, оба. Он же говорит, что я воспринимал свою жену как мать, и ей это совершенно не подходило. Поэтому... Да, то есть получается, он в том возрасте, в котором нужно почувствовать свободу, ее не почувствовал. Знаешь, то есть он до 21 года был с матерью. То есть у него как будто нет опыта существования с партнером, да? То есть он из своей семьи пошел к другой матери, которая сказала: я тебе не мать. Вот. И дальше он, значит, пытается... ты знаешь, я думаю, что мне хочется прям начать с конца, потому что мне кажется, что главная его трагедия сейчас, что вот эта вот невероятная мадама его поняла и сказала: я понимаю, тебе сложно, давай... Все, то есть мы останемся вместе и разъедемся, тебе нужно время. Потому что я думаю, что он настолько не привык к партнерским отношениям и к пониманию в свой адрес, что он ожидал после этого разговора, что она скажет: иди тогда куда подальше, да. И для него это была бы привычная ситуация. Да, я ровно об этом сейчас подумал. Даже если она плохая, она привычная. И он бы выдохнул и сказал: опять все точно абсолютно так же. Верно, понятное дело, что я не создан для партнерской жизни. А сейчас его просто разносит от того, что человек сказал: слушай, все мы разные, я тебя понимаю, иногда это тяжело, я дышу, когда сплю рядом с тобой. Я, пожалуй, поживу в другой квартире, но я хочу быть с тобой. И он такой: нет! Это реально смешно, что он придумал, я имею в виду, мы еще придумали, но смешно, что он придумал такую ахинею, чтобы расстаться, знаешь. Я имею в виду, смотри, это же действительно все, каждый выпуск имеет магистральную тему. То есть выпуск начался с письма, что: я не знаю, можно ли позволять себя так любить. То есть все хотят расстаться,
по сути, все хотят Да. расстаться. И он такой, так, чтобы выдумать, что ну, я не могу быть говнюком, надо как-то только... Слушай, я не могу спать один. Он такой, без проблем, но я все равно люблю тебя. Он такой, да, блядь. Ну, то есть, а что после этого придумать, понимаешь? Что может после этого быть причиной, прекращения отношений? Ну, то есть, какая еще хуже Не, может это быть? классно, если он все это придумал, чтобы расстаться. Но у меня есть подозрение, что это абсолютно искренне. То есть она ему понравилась, он такой, окей, давай попробуем, поживем вместе, и его начало раздражать все в ней. А как мы с тобой помним, тебя начинает очень быстро все раздражать в партнере, когда ты этого партнера себе выдумал. Когда ты не способен коммуницировать с живым человеком, узнавать его, открываться ему, а ты выдумал, как он должен ходить, как он должен дышать, как он должен, во сколько он должен душ принимать, да, и с какими словами он должен тебя вечером встречать. То есть опять вот это вот отношение с манекеном. Вроде она прям классная, он же говорит о том, что он обнаружил в себе то, что она ему правда нравится, но он правда что-то как-то так устроен, что он не может не раздражаться, что она не запомнила все реплики, которые он ей написал, понимаешь? И он привык уже к боли, расставания, к вот это вот повторению, там, типа, отвержения какого-то, потому что он вот он может жить только один, ни с какой другой женщиной. И он уже, понимаешь, несется в такси с развивающимся шарфом в бездну горя и смятения. Она такая сказала, милый, я тебя понимаю. Тебе правда очень непросто. Я тебя очень люблю, просто мы сейчас разъедемся и дадим друг другу время. И он... Я не знаю, что мне делать. Ну, соответственно, то есть, я не знаю, я что- как будто что- не готов ему сопереживать, что ли, я не знаю. Ну, как будто суть не в том, что там спать он не может вместе или в одной ванне мыться, а суть в том, что он не может выдерживать, когда человек не соответствует его ожиданиям. Неважно, что он делает. А ты не можешь никогда соответствовать ожиданиям другим. Ты же не знаешь его конечно. сценарий. Ты Ну, вообще конечно. живой человек. Он не готов с этим столкнуться. Ну, старое доброе что, компромисс. Просто мне... Насколько он тогда, действительно был во власти этих женщин, первых двух, что он сейчас так протестует против вообще этого. Ну, вообще, ты круто подметил, как мне кажется, что насколько нужно было находиться во власти этих предыдущих. Я думаю, что, конечно, тут может речь идти о матери, да? Ну, наверное, потому что да. ты иногда тебе настолько невыносимо с кем-то, что тебе лучше одному. Вообще концептуально по жизни, да? И скорее, и часто бывает, что тебе невыносимо с кем-то, если ты уже когда-то, обычно это детский опыт, был во власти какого-то родителя, и ты не мог никак этому противостоять. А проблема еще была, что ты его еще и любил. То есть ты понимаешь, что влюбленность тебя сразу погружает во власть другого человека, против которой ты не можешь противостоять. Поэтому тебе лучше, чтобы вообще в это опять нафиг не влезать, во всю эту историю какой-то любви, власти, подчинения. Ты такой в целом, возможно, я вам верю, что вдвоем классно, но в сухом остатке я точно знаю, что одному мне не так плохо, чтобы опять влезать во всю эту историю. Возможно, ключевое слово «пока». Тоже верно? Ну, пока, я вот про что говорю. Сейчас я вспоминаю, действительно, у меня было там где-то, наверное, 2 девушки, которым я не ответил взаимностью, но я точно понимал, что они вот я прям мог их описать. Если бы я на тот момент сказал, что типа, слушай, я не знаю, я пока, наверное, что-то, может быть, ты мне нравишься, но не более того, может быть, возьмем паузу или что. Вот я уверен, что они бы сказали, да, без проблем, конечно, давай сделаем так, как тебе будет комфортно и так далее, понимаешь? Но я просто такой, да нет, не знаю, не стоит у меня. Я вот про что говорю. Он же не говорил, что я испытываю к ней чувства. Тут как будто этого нет. Он просто описал ее с очень хорошей стороны. Что она вся такая молодец, и так классная, и так здорово. А как будто вот этой химии не произошло. То есть ты думаешь, он такой через логику. По Да, всем параметрам, да, которые да. я написала, она подходит. А по тексту, по репликам, которые я ей накидала, она промахивается. Типа того. Не то, что по репликам, почему-то внутреннему вот этому. Нет вот этого стояка просто. Я не говорю сейчас о сексе. А вот этого какого-то стояка, вот нету на нее и все. То есть я это понял для себя и с возрастом только убеждаюсь, что мне как будто нужны женщины с драмой какой-то, знаешь? С какими-то недостатками, что ли, я не знаю, с какой-то вот такой червоточиной. Чем мне
Вот Чтобы ты мог такой послушать, сказать, так у тебя еще хуже, чем у меня. это Мы я уже... сработаемся. Да, так я глубоко не копался, но как будто вот так. Мне никогда вот не нравились именно вот как люди нравились, ну Да, как женщины, да, никогда да. не нравились вот эти вот абсолютно правильные такие, знаешь, Да. в очень хорошем понимании слова, вот прям жены, вот когда вот говорят, ой, она вообще такая чудесная, шикарная. Они Да. хорошие как люди, ну шикарные. Да. Но как на женщину вот никогда у меня не было вот такого прям желания. То есть, знаешь, я такой, да что ж такое, блин, че мы, не будем с тобой страдать, что ли? То есть все будет идеально? Это что такое? Что за жизнь вообще такая неинтересная, Да. понимаешь? Возможно, здесь то же самое. Может быть, его Мы не в наоборот... Голливуде, мы в России, детка. Да. Может быть, его как раз как будто внутренне и бесит то, что она вся такая... еще и в тот момент, когда он сказал, что типа я не готов, она такая, я тебя полностью понимаю. Это еще больше его взбесило. Он такой, блин, то есть теперь, если я не буду с тобой, я вообще пидорас, понимаешь? Вот он же это и говорит, что то есть... А теперь, когда она это сказала, я вообще такой думаю, что я вообще таких не найду. Так может, тебе не такая и нужна, вот в чем дело. Да. У тебя такое ощущение, что была идеальная мать какая-то, которая очень сильно о тебе заботилась и все остальное. И следующая Даже как жена. будто чересчур. Да. Что ты побежал в другое. Да. И ты тут как будто бы нашел эти нотки в ней. И такой, блин, ну лучше уже быть. Так может, не надо лучше. Может, тебе нужна какая-то с драмой какая-то бабенка. Ну, с такой прям драмой, знаешь. Которая тебе скажет, слышь, чувак, я что-то вообще не хочу с тобой спать. Ну, имеется в виду на одной постели. Вообще, не высыпаюсь Да. нахер. Может, ты поешь нахрен на диван поспишь. Да. Ну, вот в таком ключе. Фу, я сдал вступительный экзамен на психоаналитика. Могу эту часть отправить в какой-то институт. Сообщество. Да. Короче, чувак, мне кажется, напридумывал себе, не? Вот, ну, чересчур. Либо пытается просто Ну, у меня снять с себя ощущение, что он ответственность. встречается с картинкой, и вообще, Да. может быть, если он попытается ее узнать, может, у нее там и драма офигенная есть внутри, и будет спать на диване. Либо какая-то хитрюга ему попалась, не? Ну, которая такая, да-да-да. Высижу. Высижу.